Всем здравствуйте! С вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. Следочки с косой подойдут на размер 38, 39, 40. На меньший размер будем уменьшать по длине и по ширине на пару петель. На больший размер увеличивать на пару петель. Вязать я буду спицами номер 2,5. Пряжа у меня такой красивый светло-сиреневый цвет, а здесь они как голубые выглядят. В 100 граммах 250 метров у меня пряжа. Это турецкий акрил. Вы можете вязать любой пряжей. Я по своему метражу делаю расчеты и вам рассказываю. Значит, в процессе вязания отвязанные детали я буду, как всегда, измерять в сантиметрах, чтобы вам было более понятно. Такие вот без лишних выкрутасов в этот раз. Скромные, можно сказать, следочки. Узор подобрала плотненький вот здесь. С косой сочетается, я так думаю. Вязать несложно. Вязание начнем с мыска, с верхней части. Свяжем косу. Потом перейдем на вот эту вот переднюю часть мыс. Далее мы сделаем вот такую небольшую обвязку. Перейдем на подошву, наберем петли и провяжем полотно до пятки. Закончила пяткой и сделала обвязку. Перехожу сразу к вязанию. Сняла с манекена, замерить в готовом виде его сразу. Так, в длину вот полностью он у меня 23,5, почти 24. Пускаем пару сантиметров на растяжку. Так, ширина почти 10. Теперь по мысу. Вот такой вот мыс. Ну, я потом отвязанные детали опять буду измерять, тоже 10. И высота мыса у меня 12, 11,5. Так, перехожу к вязанию. Значит, сейчас мы провяжем с вами косу. Далее наберем петли и будем вязать мысок. Для вязания косы я набираю 19 петель. Я вот для себя здесь схемку такую начертила. И сейчас провяжу косу с вами. Смотрите, 19 петель я набрала. Вот наборный ряд у меня. Далее коса у меня будет по 5 петель. Если у вас пряжа, допустим, толще, чем у меня метраж, из толстой пряжи тоже эти следки хорошо смотрятся, то эти косы можно по 4 петли делать. У меня пряжа не очень толстая, поэтому я по 5 петель сделала. Значит, сейчас первые два ряда я провяжу по узору. 1 кромочная, 1 изнаночная, 15 петель лицевых, опять 1 изнаночная и 1 кромочная по изнаночной стороне. Возвращаюсь. Следующий ряд, это третий ряд, получается, у меня будет. Опять провязываем кромочную, изнаночную, 5 петель провязываем лицевыми. Далее следующие 10 петель мы делаем перекрест. 5 петель берем на спицу за работу. Провязываем 5 петель, потом 5 петель запасной спицы провязываем. Далее по изнаночной стороне провязываем по узору и плюс 2 ряда опять провязываем по узору. Дальше у нас наоборот, меняем местами. В начале ряда, да, 5 петель опять мы перекрещиваем, вот 10 петель, 5 берем на запасную спицу перед работой и 5 петель за работой. И оставшиеся петли довязываем по узору. И далее вот уже у нас будет повтор идти. Значит, сейчас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом начинается повтор. Сейчас я эти 8 рядов провяжу, а потом уже будет повтор с первого ряда. Ой, набрала 19 петель и сразу провязываем. Первую кромочную снимаем, 1 изнаночная, 1 изнаночную провязала, спица у меня номер 2,5. Далее 15 петель я провязываю лицевыми, провязываем 15 петель лицевыми. Провязали 15 петель и осталось 2 петли, 1 изнаночная и 1 кромочная. Я ее провяжу изнаночной. Так, провязали. Это у нас первый ряд. Второй ряд по изнаночной стороне провязываем все по узору. Первую снимаем, как петли смотрят, так мы и провязываем.
Следующая у нас идет лицевая, провязала. Далее 15 петель изнаночных, провязываем их по узору. И в конце ряда у нас также будет 1 лицевая и 1 кромочная. Довязали изнаночный ряд до конца, кромочную в конце провязали. Это второй ряд. Теперь перешли на лицевую сторону, вяжем косу, третий ряд узора. Кромочную снимаем, 1 изнаночную провязываем. Далее 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 10 петель провязываем так. 5 петель берем на запасную спицу и оставляем за работой. Я без видео, когда вязала, я на спицу, на обычную спицу их брала, а потом прям со спицы сразу провязывала. Но здесь 3 петли мне не, 3 спицы мне неудобно, поэтому я взяла вот на такую булавочку. 5 петель за работу. Теперь провязываем 5 петель лицевыми. И вот со спицы сразу провязать лицевыми. Но я их сейчас перенесу для наглядности. Провязываем вот эти вот 5 петель с запасной спицы. Переношу их на спицу. Перенесла на спицу их и провязываем. Все, обычная здесь коса идет. Перекрестили, провязали. Здесь первый ряд туго идет. Далее будет уже попроще. Провязали эти 5 петель. И предпоследняя у нас изнаночная. И кромочную провязали. Теперь это у нас был третий ряд. Четвертый ряд по изнаночной стороне. Провязываем все по узору. Первую сняли, 1 лицевая идет. Далее у нас идет 15 петель изнаночных. И в конце ряда точно так же провязываем 1 лицевую и кромочную. Довязываем изнаночный четвертый ряд до конца. Довязали ряд, перешли на лицевую сторону. Далее 5 и 6 ряд. 5 по лицевой, 6 по изнаночной стороне. Провязываем без изменений по узору. Первую сняли, 1 изнаночная. Далее 15 петель у нас идет лицевых. И в конце ряда 1 изнаночная. Довязываем 5 ряд до конца. И по изнаночной стороне 6 ряд вернемся по узору без изменений. А 7 ряд опять будем делать косу. Довязываем. Довязали 5 и 6 ряд, перешли на лицевую сторону. 7 ряд у нас теперь идет. Первая кромочная снимаем, 1 изнаночную провязываем. Следующие 10 петель вяжем косу. 5 петель берем на спицу, оставляем перед работой. 1, 2, 3, 4, 5. Сняла. Оставила вот здесь. Теперь следующие 5 петель провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И теперь провязываем лицевыми вот с этой спицы, которая запасная. Вот так, прям со спицы. Прям со спицы можно сразу провязать. 1, 2, 3, 4, 5. Все, 1 косу сделали. Оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем по узору. Довязываем 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Довязали. И в конце ряда 1 изнаночная и кромочная. Провязали. Далее все. Далее у нас будет повтор с первого ряда. Сейчас мы по изнаночной стороне, 8 ряд, вернемся. Все по узору закончим. И следующий ряд будем вязать с самого первого ряда. Так, провязали 8 ряд до конца. Все, закончили. Довязываем изнаночную сторону. 1 кромочная, 1 лицевая у нас здесь, 15 изнаночных
И опять одна лицевая и одна кромочная. Так, перешли на лицевую сторону. Все, теперь у нас повтор с первого ряда. С первого ряда мы первые два ряда провязываем по узору. Сейчас лицевой, изнаночный, лицевая изнаночная сторона, первый, второй ряд провязываем по узору. Изнаночную сняли, ой, кромочную сняли, одна изнаночная, 15 петель лицевых, и в конце ряда одна изнаночная, одна кромочная. Повтор вяжем с первого ряда. Сейчас самостоятельно провязываем опять два ряда по лицевой и по изнаночной стороне. Провязали два ряда. Теперь третий ряд у нас лицевая сторона. Мы повтор начали, вяжем, кромочную сняли, одна изнаночная. Далее 5 петель у нас лицевых идет. Повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. Далее следующие 10 петель мы перекрещиваем. Взяла я все-таки спицу, пошла. 5 петель снимаю. 1, 2, 3, 4, 5. Оставила их за работой. Провязываю следующие 5 петель. И далее провязываем 5 петель запасной спицы, да? Вот эти вот. Провязываем эти 5 петель. Провязали. Что у нас здесь идет? Одна изнаночная и кромочную провязали изнаночной. Следующий четвертый ряд провязываем по изнаночной стороне по узору. Пятый и шестой также мы провязываем по узору. Вяжем самостоятельно. Перешли на изнаночную сторону без изменений. Четвертый, пятый, шестой провязываем. Это я уже по второму кругу пошла диктовать. Значит, четвертый изнанку до конца по узору провязали. Перешли на лицевую сторону, пятый провязали. И опять шестой по изнанке вяжем. Провязали 4, 5, 6 по узору. Лицевая сторона. Теперь у нас седьмой ряд. Опять вот как мы делали в самом начале. Повторяем. Кромочную снимаем. Одна изнаночная. Следующие 10 петель мы перекрещиваем. 5 петель берем на запасную спицу. Оставляем перед работой. 1, 2, 3, 4, 5. Оставили. 5 петель мы провязываем. И далее провязываем 5 петель вот с этой спицы, которую оставили перед работой. Провязали 5 петель. Теперь вот эти вот провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. И оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем по узору. У нас осталось 5 лицевых петель, одна изнаночная, одна кромочная. Это у нас седьмой ряд. Довязываем до конца. Восьмой ряд по изнаночной стороне мы провязываем по узору без изменений. Все. Вот два раза вам сделала повтор, провязала восьмой ряд изнанка. Заканчиваем. Это последний ряд. Довязали изнаночную сторону. Далее у нас начинается повтор с самого первого ряда. Так, довязали до конца изнанку. Так, все, перешли на лицевую сторону. Повторяем теперь с первого ряда. Все то же самое. Значит, сколько я так провяжу. Она растянется, эта коса. Вот это сейчас начало получилось, что она немножко вот стянута. А так она разровняется. То есть, значит, сейчас я буду вязать. Провяжу всего. Как бы вам объяснить? Значит, у меня вот, я посчитала вот по вот этим вот дужкам кромочным, у меня 25 дужек будет. Сейчас я провяжу ширину вот эту вот, к вам вернусь, заново все пересчитаю и далее буду вязать. Значит, вот по вот этим вот дужкам у меня будет 25 дужек. Смотрите, давайте по перехлестам этим посчитаем. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот он 12 у меня получился, да? Вот так вот. Так, вяжем вот эту вот косу. Довяжу, замеряю ее. Так, провязала я вот такую вот косу. Теперь смотрите, где я закончила. Последним рядом закончила узор. 7-м рядом вот у меня переплетение. И по изнаночной стороне 8-й ряд я вернулась по узору. Все. Теперь сейчас я провяжу эту сторону и буду набирать петли. Давайте я вам вот по боковым еще просчитаю. 6 раз. 6 раз я повторяла. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот по бокам, если посчитать, 6 раз. По кромкам, подушкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И вот она 25. 25. Теперь далее переходим, теперь будем вязать мысок. Значит, сейчас провяжем вот эти вот петли. Надо будет сделать, чтобы они были вот одинаково выглядели. Так, первую петлю снимаю, следующая изнаночная. Сейчас мы эти петли убавим. Изнаночная провязала. Далее 5 петель провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. А вот следующие 5 петель мы снимем на спицу и провяжем вместе с оставшимися 5 петлями. По 2 вместе. Одна петля со спицы и одна со второй спицы, 2 вместе соединяем, провязываем. Даже можно так перебросить на ту спицу. 2 вместе провязали. Следующие опять 2 вместе провязали. Итак, все 5 петель соединим. Провязали последняя 5-я, и вот одна осталась у нас. Провязываем. Соединили. Вот так вот получилось. 2 петли осталось, довязываем. 1 изнаночная, 1 кромочная. Так, лицевую здесь, наверное, провяжу. Теперь просчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 петель у нас по боковой стороне. И точно так же мы потом наберем здесь 14 петель. Но это будет впереди. Все. Теперь можно их взять на булавку, на нитку. Они у нас будут, пока подождут. Сейчас по переду набираем петли. 25 петель я наберу. Наберем вот за заднюю дужку, буду набирать. Так вот, самой первой петли вытащим. Подтянули здесь. Вот между дужками я ввожу крючок, можно это спицей делать. Набираем 1, 2, подхватили, 3, 4, 5 и так до конца. Набираем петли. Набрала я 25 петель, смотрите. Теперь переходим на изнаночную сторону и первый ряд, как установочный, провяжу сейчас все лицевыми петлями. Первую петлю снимаю, все до конца провязываем лицевыми, значит. Провяжу лицевыми, и что еще? Сразу я сделаю еще 4 добавки по изнаночной стороне. У меня будет 29 петель на мыске.
на мой размер 29. На 36-37 сделайте 2 добавки, оставьте 27. Я вот так вот скажу. У меня будет 29, поэтому 4 петли сейчас вот можно добавить равномерно по краям и 2 в середине. Да вот из протяжки даже можно просто одну петлю добавить. Так вот. Все. Значит, провязываем все лицевыми. И я добавлю 4 петли. У меня будет 29 петель в итоге. Перешли на лицевую сторону, провязали изнанку все лицевыми. Теперь первый ряд узора. Вяжем узор, будет называться, кажется, он называется узелки. Состоит 2 ряда и плюс 2 ряда промежуточных, 4 ряда всего. И 2 петли. Кромочную я снимаю. 1 лицевая. Провязали. 1 петлю снимаю, не провязывая. Нить вот идет перед работой, да? Нить завели назад. Опять 1 лицевая. 1 петлю снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. 1 лицевая, 1 сняли, нить перед работой. 1 лицевая, 1 снимаем, нить перед работой. Довязываем так ряд до конца. Это первый ряд. Довязываем ряд до конца, и в конце ряда ряд у меня заканчивается предпоследняя лицевая, и кромочную я провязываю лицевой. Все, первый ряд закончили, перешли на изнаночную сторону, кромочную петлю снимаем, 1 изнаночная, изнаночную провязываем мы изнаночной. Теперь снятая петля у нас дальше идет, мы ее также переснимаем и нить за работой. Пересняли нить за работой, опять нить перевели. 1 изнаночная. 1 петлю снимаем, нить за работой, нить перевели, 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Петлю сняли, нить за работой и 1 изнаночная. Все, это второй ряд, всего лишь 2 ряда. 1 снимаем, нить за работой, 1 изнаночную провязываем, 1 сняли, 1 изнаночная. Довязываем ряд до конца. Пришли в конец ряда. Предпоследняя у нас изнаночная, и здесь кромочную провязала изнаночной. Все, теперь следующие 2 ряда провязываем лицевыми петлями и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. И далее повтор опять с первого ряда. Значит, все петли, лицевая сторона, это получается у нас 3-й ряд, все провязываем лицевыми. Здесь сильно петли не вытягивайте, чтобы ровненько все было. Так, провязываем до конца, это 3-й ряд, да, все лицевыми, и 4-й по изнанке возвращаемся, все лицевыми петлями вяжем. Провязали 2 ряда, теперь у нас идет повтор с первого ряда, все то же самое, что вязали в первом ряду. Повторяем. Здесь коса немножко она вот шире получилась, и кажется, что вот этот мыс будет уже. Но когда мы это все обвяжем, это все разровняется, поэтому сейчас на это внимание не обращаем. Продолжаем вязать узор с первого ряда. Первую кромочную снимаем, повтор с первого ряда, 1 лицевая, 1 петлю снимаем, нить перед работой, не провязывая сняли, опять перевели нить за работу, 1 лицевую провязали, 1 сняли, 1 провязали, 1 сняли, довязываем ряд до конца, повторяем, вяжем узор. Довязали первый ряд до конца, второй ряд точно так же повторяем, перешли на изнаночную сторону, еще раз пройдусь. Первая у нас изнаночная, мы ее провязываем по узору изнаночной, далее у нас идет снятая петля, мы ее переснимаем, не провязывая, нить за работой. Опять 1 изнаночная, 1 сняли, не провязывая, 1 изнаночная, 1 сняли, не провязывая, довязываем ряд до конца. Все, узор на этом закончился. Далее у нас идет 2 лицевых ряда. Закончили второй ряд узора. 3-й, 4-й ряд мы провязываем по лицевой и по изнаночной стороне лицевыми петлями. И опять повтор у нас идет с первого ряда. Значит, вот такие вот, сейчас еще не совсем понятно, давайте на готовом возьму. Вот такие вот полоски, выпуклые они у нас получится. Теперь вяжем сейчас высоту. Вот, все.
Вяжем вот такими рядами, ничего больше не меняется. 2 ряда узора и между ними 2 ряда лицевыми. Так, высота у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раз вот эти вот полоски, вот выпуклые полосочки у меня будут 10 раз. Вы опять же ориентируйтесь по своему размеру. Может, кто-то хочет поглубже, подлиннее, поглубже, подлиннее. Тогда можно еще один ряд добавить, ну, это на 40 размер, на 36 9 полосок провязать, уменьшить на 1. На 2 ряда получается, да? На 2 ряда уменьшить. Значит, сейчас провяжу я, как я сказала уже, вот этих 10 раз вот этот вот узор. К вам вернусь и пойдем дальше вязать. Так, провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 вот таких вот полосок узора. Теперь следующие 2 ряда, последние будут лицевые петли по узору идут. И сейчас я сделаю убавки. Убавлю мысок, у меня останется 13 петель. Значит, сейчас у меня идет лицевой ряд, и в этом ряду я сделаю 3 убавки. Изнаночный ряд провяжу лицевыми петлями и далее убавлю потом до 13. Значит, сейчас 3 убавки по краям, по одной убавлю и посередине убавлю одну. Здесь петель много. Я вот вязала еще на пару, у меня есть толстая пряжа, и там я в одном ряду сразу закрывала петли. Но здесь я распределила на 2 ряда. Значит, вяжу лицевой ряд. В начале ряда 2 петли провязала вместе, одну убавила. Далее продолжаю вязать все лицевыми петлями. Одну петлю убавим в середине и еще одну опять в конце. Так, провязываем лицевыми. Так, ориентировочно, где у нас здесь середина. Угу. В середине убавили еще одну, 2 вместе провязали. И довязываем до конца ряда опять все лицевыми и сделаю еще одну убавку. Так, 2 вместе провязала, убавила, довязала. Теперь изнаночная сторона, первую сняли, все провязываем лицевыми. Провязываем весь ряд лицевыми петлями. Перешли на лицевую сторону, далее все петли провязываю по 2 петли вместе. И останется у меня 13 петель. Лицевыми убавляю 2 петли вместе, провязала. Следующие 2 петли опять провязала вместе. Опять 2 петли вместе. И так до конца. Так, и последние 2 осталось. Также их провязываю вместе. Все, я перешла на круговые спицы. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Если у вас было 27 петель, маленький размер, убавьте до 11. Теперь далее. Набираю по боковой стороне петли теперь. Значит, у меня вот до косы боковая часть будет 20 петель. Так, петли набираем или с помощью крючка, или спицей. Вот боковая дужка у нас проходит, косичка. За одну дужку поднимаю, за первую поднимаю. Подняли. Подняли петлю. Подняли. Так, набираем по одной. Так, набрала я 20 петель. Теперь у нас вот коса идет. Здесь у нас мы убавили до 14 петель. Значит, сейчас мы здесь наберем также 14 петель. Смотрите, можете даже просчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это вот складочка, мы ее не считаем.
8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот она, 14, крайняя самая. Набираем. Я сейчас на отдельную спицу наберу, чтобы было более понятно. Так, вот подняла. Ой. Так, набираю петли. Здесь я ввожу крючок-то вот по 2 дужки сразу под крайние. 1, 2, 3, 4. Вот эту вот, которая у нас загнутая косичка, я из нее не набираю, потому что будет очень толсто. Так, сколько это набрала? 4. Вот под каждую дужку ввожу 5, под верхние 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот последняя, вот с уголка, 14. Ой, набрали. Теперь разворачиваемся и по изнаночной стороне провяжем все лицевыми петлями. Все, вот у нас такое дело получилось, 14. А вот эта штучка у нас осталась. Это потом все передавится, будет выглядеть все нормально. Все, провязываем, значит, сейчас вот эти вот 14, и здесь у меня 20. Если у вас был выше или короче мысок, то у вас здесь количество может быть другое петель. Так, развернулась конструкция здесь у меня. Теперь провязываю все лицевыми петлями. Первую снимаем, далее вяжем лицевыми. И также сейчас поднимем петли на второй стороне и провяжем на второй стороне. Значит, провязываем все вот эти вот набранные петли. Провязали боковую сторону, 13 петель по мысу по переду также мы провязали лицевыми. Теперь у нас вторая сторона, чтобы у нас продолжался также изнаночный ряд. Поднимем сейчас дужки. Вот она, первая получается у нас дужка, вот, да. Цепочка проходит, первую поднимаем. Сколько у нас было на этой стороне, по боковой стороне? 20 у меня было. Значит, 20 должно быть здесь. Поднимаю вот дужки и провяжем их. 1, 2, 3. Вот так вот поднимем. А здесь петли у нас и так на спице, мы их провяжем потом. Так, по одной петельке, по одной дужке поднимаем на спицу. Подняла я 20 петель, дужки подняла. Теперь провязываем это все лицевыми вот до конца. Все. Самое сложное мы закончили. Я закончила. Ну и думаю, вы вместе со мной. Ниточку здесь подтянули в уголку. Здесь сильно не растягиваем. Плотненько, плотненько провязываем все поднятые петли. Вот эти вот провязываем все лицевыми. Провязали. Перешли. Теперь вот у нас 14 петель на спице оставалось. Если кто переносил их на нитку, вернем их обратно на спицу. И их также провязываем все до конца
лицевыми. Все, провязали до конца. Что у нас получилось? Вот такой вот мыс у нас получился, смотрите. Все аккуратненько, все чистенько. Теперь далее я провяжу еще 4 ряда лицевыми петлями. Лицевой, изнаночный, 4 ряда. Всего у меня будет, это сколько вместе с этим? 1, 2, 3, 3 вот таких изнаночных дорожки. Значит, сейчас провяжем 4 ряда лицевыми петлями и перейдем к подошве. Вяжем. Так, что я хотела замерить, да? Я замеряла, нет? Девочки, вот я не помню, я замеряла или не замеряла. Вот, столько говорю и не помню теперь. Давайте по изнанке. Здесь выпуклая сторона такая. Косу хотела в ширину, потому что будут потом вопросы, какая ширина. Ну вот она у меня почти 3,5 сантиметра ширина этой косы. Так, и 10,5 вот так в ширину, да? Ну, а мыс я уже замеряла вам. Это я уже помню. Да, вот сейчас 10,5, и у нас идет обвязка. Значит, обвязываем 4 ряда. Закончили обвязывать мыс. 3 изнаночных дорожки у меня. Теперь перехожу к подошве. Подошву я буду вязать на средних 11 петлях. И сразу ее буду расширять. Если размер 40, оставьте 13 на подошву. Значит, боковые петли, я сейчас у меня получилось 35, 20, 14 и одна вот с мыса, 35 петель я провязала. Теперь перехожу к подошве. Средние вот эти вот 11 петель я провязываю. Далее, как я буду вязать? Сейчас я буду вязать, расширять. Значит, в каждом ряду буду добавлять по одной петле с боковой спицы. Расширю, у меня будет всего 23 петли. Пока буду расширять, буду вязать всю платочную вязку лицевыми рядами. Далее я буду вязать тем же самым узором, которым вязала мыс. Все, полностью соединю все петли этим узором. И далее наберу опять петли. И тем же узором буду продолжать вязать до пятки. И пятка у меня то же самое, тем же самым узором. Так, значит, провязала средние петли по подошве. 11 петель теперь. Разворачиваемся. Вяжем мы все лицевыми петлями. Нить перевела. Первую снимаю. Провязываем все до конца, до последней петли. Все вяжем лицевыми. Последняя петля, провязали. Теперь одну петлю провязываем с боковой спицы лицевой. Добавили теперь. Было 11, стало 12. Подтянула. Развернулась на лицевую сторону. Первую петлю снимаю, все петли провязываю лицевыми и одну петлю добавляю с боковой спицы, провязывая ее также лицевой. Первую сняла. Опять провязываем все до конца. Довязали ряд до конца. Одну петельку добавляем. Это у нас лицевая сторона. С боковой спицы одну петлю провязала, добавила. Теперь у нас 13 петель. Опять все то же самое. Развернулась на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю, все провязываю лицевыми и с боковой спицы добавляю. Значит, так сейчас вяжем, расширим. У меня будет 23 петли. А далее перейду к узору. Если широкая нога или размер 40, можно расширить до 25. 36 размер. Опять же, ориентируйтесь по ноге. У меня 23, можно ставить 21. Но они широкие не получились. Я вот думала, широко будет. Как я рассчитываю петли, сейчас я могу сразу сказать. Вот смотрите, я посчитала, у меня здесь впереди было 29 и 23. Это получается 49, 50, 51, 52. И добавила вот эти вот боковые по 3 ряда 6. Посчитаем их за петли. 52 и 6, 58 получилось в общей сложности. Вот так вот я прикидываю, когда делаю расчет по петлям. Так.
Довязали до конца. Одну петлю опять прибавляем. Провязали лицевой, подтянули, перешли на лицевую сторону. Все то же самое провязываем, добавляем, расширяем мыс. Закончили расширять подошву. Теперь далее я перехожу к узору опять. Все то же самое вяжем. Вот 23 петли у меня на спице. Вот такой вот мыс получается закругленный. Так, продолжаю вязать узором и соединяю боковые петли по 2, провязываю вместе. Одна петля с боковой спицы и одна кромочная. Будем провязывать 2 вместе. Так, первую снимаем, вяжем узор такой же, как на мысе вязали. Первая у нас лицевая, далее одну мы снимаем, не провязывая нить перед работой, одна лицевая, одну снимаем, довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца, последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываем, соединяем. 2 вместе соединила. Все, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Здесь опять продолжаем вязать второй ряд по узору. Первую петлю снимаю. Далее, что у нас здесь по узору идет? Изнаночная. Провязываем. Снятую петлю мы переснимаем. Изнаночную мы провязываем. Снятую переснимаем. Нить за работой. Изнаночную провязываем. Провязываем ряд по узору до конца. Это второй ряд. Довязали ряд до конца, до последней петли. Последнюю петлю и петля с боковой спицы провязываю 2 вместе. Провязала лицевой петлей, нить перевела за работу, перевернула на лицевую сторону. Продолжаем далее вязать. Далее у нас идет, мы провязали первый и второй ряд узора, третий, четвертый мы провязываем лицевыми петлями и боковые петли мы соединяем. И опять у нас идет повтор узора. Значит, сейчас вяжем узором. Я провязываю таким же самым узором. Вы можете вязать и платочной вязкой продолжать вязать, или каким-либо другим узором. Соединим все петли до конца. Я к вам вернусь и будем вязать дальше. Довязываем до последней петли. И последнюю петлю, петлю с боковой спицы, 2 вместе мы провязываем. Так, заканчиваем подошву, начало подошвы, соединяем петли. После того, как закончили вязать подошву, довязали до конца, до последней петли я довязала. Вот такой вот у меня вперед получился. Переходим к вязанию боковых сторон. Сейчас, значит, я вот отметила, с середины я наберу 13 петель, потом провяжу подошву, далее наберу вот по этой стороне 13 петель, всего у меня будет 49, но они не сильно высокие получились. Если хотите повыше или размер 39-40, общее количество петель 51 сделайте, еще на 2 петли больше, то есть наберите. Мне сначала показалось, что достаточно, а потом посмотрела, думаю, можно было на пару петель больше набрать. Значит, наберу и буду продолжать вязать таким же узором до самой пятки. Все, длину будем сейчас вязать до пятой. Так, сейчас вот эти вот боковые стороны отсчитали количество петель, рассчитали, чтобы вот было одинаково. С этой стороны вот у меня по мысу 9, например, да, вот с этой стороны. Все, здесь у меня боковая часть по 4 петли, и здесь 9. Теперь набираю. Так, я нить не обрезаю, просто ее вот свободно вот так вот протянула. И сейчас, когда буду набирать, буду подхватывать, подвязывать эту нить. Здесь также можно набирать за заднюю дужку. Но я буду по 2 набирать, плотнее будет. Так, придерживаю эту нить и набираем петли. Одну сверху, одну снизу. И эта нить таким образом у нас прикрепляется, получается. Сверху, снизу 4.
5 и так до конца. Набрала здесь 13 петель. Теперь перехожу на подошву. По подошве я провязываю по узору. Там, где закончили, так и продолжаю вязать узор. У меня закончился последним рядом. Следующий ряд у меня идут лицевые. Провязываю весь ряд лицевыми по подошве. Довязала подошву. Тут у меня одна еще петля оставалась не закрытая. Я ее закрою. Теперь точно так же набираю на второй половине. Значит, у меня по 13 набрала, но вам советую, чтобы были не мелкие повыше, а по 14 можно набрать, и будет общее количество 51 петля. Значит, сейчас набираю на этой стороне, и далее по изнаночной стороне продолжаю вязать по узору. Вот где закончили, там и продолжаем вязать. И так буду вязать до самой пятки. Так, вот здесь у нас узел идет, надо аккуратненько вот так вот подлезть. Набрали. Так, вот опять здесь в узел залезть надо, чтобы его спрятать. Там эти хвосты попрячем. Все, и здесь также под дужку ввела крючок или же спицы. И до конца набираю. Так, все, набрали петли. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Теперь маркеры можно поснимать. И изнаночная сторона у меня, гляньте, маркер. Он же новый, только купила. Ну, 2 части. Так, у меня здесь был лицевой ряд. Теперь по изнаночной стороне. Второй ряд получается, последний ряд. То есть у меня узора. Я опять провязываю лицевыми петлями. И далее по лицевой стороне у меня продолжается узор. Начинается с первого ряда. Первую кромочную снимаю. Здесь я все провязываю лицевыми. Теперь все набранные петли вот этого вот полотна продолжаем вязать по узору. Провяжем длину до пятки. Сейчас я посчитаю по узорам, сколько у меня будет до пятки в моем варианте рядов. Значит, довязываем по узору до конца. Провязали все петли, перешли на лицевую сторону. Теперь начало ряда продолжаю вязать по узору. Значит, я вот здесь вот просчитала, с какой петли должен начинаться узор. Вот, смотрите, допустим, у меня здесь лицевая снятая, лицевая снятая, лицевая снятая. И так просчитала до конца. В итоге у меня вышло, что у меня после кромочной должна идти снятая петля. Вот первая петля у меня должна снятая быть. Далее у меня одна лицевая по узору идет. Далее опять одна снятая петля и нить впереди, да. Также продолжаю вязать узор. Но вот эту вот первую снятую петлю, ее можно просто платочной вязкой провязывать по длине всего полотна. Поэтому так, все, дальше я продолжаю вязать по узору. С первого ряда у меня здесь идет узор. Одна петля лицевая, одну петлю я снимаю, нить перед работой. Все, и второй ряд точно так же, как вязала подошву, продолжаю вязать. Провяжем сейчас нужную длину. У меня будет... Сколько, господи, сколько же у меня здесь будет? Значит, просчитала, вот по вот этим вот узорам я просчитала, 12 раз я провязала вот эти вот узелки, полоски, а потом перейду к пятке. Вы опять же ориентируйтесь по своей длине. Сейчас довяжу до пятки, опять замерю в сантиметрах эту длину, точно будет, к вам вернусь. Провязала длину до пятки. Сейчас перехожу, буду вязать пятку в сантиметрах. Это вот от мыса 9 сантиметров почти, да, получается. Это все приблизительно. И здесь 21 в спокойном состоянии. Пускаем на растяжку. 23. Сейчас еще по пятке добавится. Ну, я их примерила на 38-39. Они вот проходят нормально. Теперь в ширину вот это вот
полотно 16. Далее перехожу, вяжу пятку. Пятку буду вязать на средних 13 петлях. Теперь вот эти вот боковые петли можно провязать до начала пятой. Или же просто перебросить на спицу. Я закончила изнаночным рядом. Теперь здесь у меня сколько получилось? 18 петель. Я их просто вот перебрасываю, ниточку подтягиваю, чтобы не обрезать ее. Или же провязать. Вот так вот. Слегка подтянуть. Теперь вяжу пятку 13 петель, и я продолжаю вязать тем же узором. Вот смотрим, где у нас начинается узор, и также продолжаем вязать. Так, сейчас смотрю, что у меня здесь: лицевая, снятая и вот кромочная. Значит, как я буду вязать пятку? Первая петля я провязываю лицевой, это будет у нас кромочная соединительная. Далее одну петлю я провязываю лицевой, и по изнанке я ее тоже буду вязать лицевой, платочная вязка. Дальше я буду вязать по узору. Так, одна лицевая, одну снимаю нить перед работой, одна лицевая, одну снимаем нить перед работой, одна лицевая, и так до конца ряда. Одну сняла, одна лицевая, одну сняла нить перед работой, одна лицевая. Теперь осталось у меня 2 петли. Предпоследнюю провязываю платочной вязкой лицевую, последняя кромочная. Я ее сразу соединяю с петлей с боковой спицы. Соединять буду, вот такая вот у меня получается косичка, лицевыми петлями. Вот лицевой петлей соединила 2 вместе, перешла на изнаночную сторону. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 13 петель. Так, в первых рядах, чтобы не запутаться, такие резинки надеваю. Первую снимаю. Теперь далее мы провязываем по узору. Здесь у меня после кромочной идет одна петля лицевой платочной вязкой. Далее продолжаю вязать второй ряд узора. Мы вяжем его. Одна изнаночная здесь, одну петлю переснимаю, нить за работой, одна изнаночная, одну переснимаем, нить за работой. Довязываем ряд до конца, по узору провязываю, и в конце у нас также предпоследняя у нас будет, довязала, осталось 2 петли, предпоследняя петля платочной вязкой, то есть я провязываю лицевой, и последнюю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываем изнаночной петлей, соединили, все, перешли на изнаночную сторону, продолжаем, вяжем по узору. Следующие 2 ряда у меня по узору идут лицевые петли. Первую снимаю, далее одна петля у нас платочная, то есть получается, что мы весь этот ряд, кроме кромочных, провязываем лицевыми, и последнюю петлю соединяю лицевой петлей. Так, провязываю 13 петель пятки, последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе соединили. Так, изнаночная сторона, все, продолжаем вязание, вяжем пятку, соединяем петли. Первую сняли, здесь у нас идут все петли лицевыми. Первая у нас, и так она у нас платочкой шла лицевая, по узору сейчас у нас идет ряд лицевых, провязываем до конца, и по изнаночной стороне кромочную петлю я соединяю изнаночной петлей, 2 вместе провязываем. Довяжем пятку до конца, встретимся. Так, довязали, последняя петля, 2 вместе провязали изнаночной. Вяжем, заканчиваем все петли на спице. Закрыли все петли по пятке, последний ряд закрываю, и еще в предпоследнем ряду я вот здесь по краям убавила пару петель, вот немножечко заузила пятку кверху. Закрываю я по 2 петли обычным способом, 2 петли провязываю вместе, закрываю.
Далее все закрыли. Теперь широковато здесь получилось. Сейчас что я сделаю обязательно? Вот сделаем вот такую вот обвязку. Я в этот раз сделала, провязала все изнаночными петлями. Сейчас на 4 спицы по всему слитку по верху, на спице номер 2,5 я наберу петли и провяжу изнаночными рядами полностью по кругу, все изнаночными петлями. 9 рядов всего лишь провяжу. Внутреннюю часть с 5-го ряда я провязала спицами номер 2 на пол номера меньше. Когда она вот такая вот закругленная получается, лучше сидит. Вот так вот здесь все одним цветом и потом прикрепим, как обычно. Значит, что я еще хотела сказать? Сейчас на спицу набираю по верху петли. У меня вышло, сколько у меня вышло? 68 петель у меня получилось. Я потом убавила 2 с этой стороны и 2 с этой, оставила 64 всего лишь. Или же потом 2 вместе можно закрыть, или при наборе вот одну петлю здесь можно пропустить. И у нас убавится по верху количество петель, чтобы верх был не сильно широкий. Вот одна есть маленькая петелька, ее можно просто пропустить, следующую дужку поднять вот так вот. И здесь хорошо подтянуть незаметно. Значит, что сейчас делаем? Набираем петли по верху и провяжем 9-10 рядов, не больше, чтобы она не была сильно высокая, изнаночными петлями по кругу. Все. Обвязать верх обязательно. Эта обвязка вот добавит у нас еще высоту слитка, и она хорошо держит следок, не сползает, сидит на ноге хорошо. Значит, набираем петли и обвязываем вверх. Ой. Так, здесь вот аккуратненько под 2 дужки захватили ниточку, набрали. И следующий ряд все изнаночными петлями по кругу. Все, здесь уже все просто. Вот столько у меня еще ниточек осталось, так что мотка на 40 до 40 размера хватит. Обвязала верх изнаночными петлями по кругу. Теперь 9 рядов у меня в сантиметрах. Сейчас я вам замеряю, сколько это в сантиметрах. 2 сантиметра. Далее выворачиваю на изнаночную сторону и все с помощью крючка прикреплю все петли к слитку. Так, вывернула, разровняли. Теперь первую петлю снимаю. Вот смотрите, здесь у нас идет петля в петлю, соединяем. Вот сняли, вот она лицевая проходит. И вот первая петля, самые поперечные петельки у нас проходят. Это петли самого первого наборочного ряда. Я ее подхватываю и подвязываем. Ниточку захватила и протянула. Закрепили. Так, далее вторую снимаем. Все то же самое. Так, вторая вот она лицевая. Петля в петлю, изнаночную петлю поперечную подхватываю. Через петлю протянула и еще раз протянула. Сильно туго не затягивайте, чтобы не было стянутый вверх. Так, и так все по одной я прикреплю. Вот под кромочными петлями идут поперечные петельки. Все, заканчиваем вверх. Закрепим все петли. Хвостиков здесь почти нет. Вот один хвостик. Мы его сейчас спрячем под петлями. И на этом у меня сегодня будет все. Раз протянула. И еще раз протянула. И еще раз. Петлю сняли. Одну подхватили. И подвязываем один раз и второй раз. Все. Вот такая вот обвязка у нас получится. А я на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр.
за лайки, оставленные комментарии и подписки. Всем пока-пока, до новых встреч!